Ребяшки, hello, как говорится. Приветствуем вас в Бангкоке. Фил, похоже, это дубль 2. Не, на самом деле, кроме шуток, прямо сейчас Бангкок очень популярное место среди русскоязычных туристов. Казахстан, Узбекистан, Россия, все приезжают сюда, чтобы отдохнуть и также присмотреться к месту постоянного пребывания. Здесь относительно недорогая недвижимость, приятный, кому как, климат и, как говорят, очень даже неплохие цены. Сегодня посмотрим с вами, сколько стоят гаджеты, продукты, автомобили и много что еще в столице Таиланда, Бангкоке. По традиции начнем с Apple Store, но чтобы туда добраться, нам нужно сесть на лодку. Пирс слева, обзор. Поехали! Hello? What's the next ferry to Siam? 7 minutes. Ребятки, только что ушел вот наш паром, вот он. До следующего 7 минут. Ну, давайте сейчас билетик купим и расскажем вам несколько интересных фактов о Таиланде и о Бангкоке. Окей. No ticket? Just go? No. Alright, thank you. Ребятки, заранее два дисклеймера. Про Таиланд и про Бангкок в частности можно рассказывать очень много, долго, интересно. Одни вот эти вот лодки чего стоят. Это и отдельное развлечение, и вид транспорта. Второй момент заключается в том, что мы не посетим очень много интересных мест. Плавучий рынок, рынок на железной дороге, так, тихонечко, еще разные интересные рынки, потому что до некоторых ехать 1,5 часа в одну сторону. Трафик в Бангкоке – это отдельный вид искусства. В пробку можно встрять в такую, что ого-го, поэтому проедемся по самым основным местам. Так вот, ребяшки, Таиланд, вернее, правильно сказать, королевство Таиланд. Государство в Юго-Восточной Азии на карте находится вот здесь. Основано в 1238 году, конкретно как бы государство, так-то люди тут и раньше жили. Население 66 миллионов человек, официальный язык это тайский. До 1939 года и с 45 по 49 годы страна называлась Сиам. То есть был Сиам, потом Таиланд, потом снова на 4 года переименовали в Сиам, и вот потом уже закрепили все-таки Таиланд. Так вот, о названии Сиам. Вы, возможно, не были в Таиланде, но наверняка слышали вот эти словосочетания. Тайская кошка, сиамская кошка, сиамские близнецы, тайский бокс, ну, ребятушка, конечно, тайский массаж. Еще один интересный факт. В Таиланде обитает самая маленькая млекопитающая в мире – свиноносая летучая мышь. Зачем мы это рассказали? Теперь, ребятушки, о городе, в котором мы находимся. Это Бангкок. Ничего этого не помню. Эй, Алан, ты уверен, что мы были здесь? Точно уверен. Но если серьезно, это самый крупный город Таиланда. Население 5,4 миллиона человек. И полное название этого города внесено в Книгу рекордов Гиннесса. Звучит оно вот так. กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกภพนพรัตน์ราชธานีบุรีรมย์อุดมราชนิเวศมหาสถานอมรพิมานอวตารสถิตสักกทัตติยะวิษณุกัมปสิทธิ์ Кроме шуток, это правда полное название. Также, ребятушки, есть три... О, понеслась! Они вот ездят, ходят, да? Очень быстро. Holy crap! И третье интересное... Что это плывет? Фрукт какой-то, что ли? Это что? Сами не знаем. Так вот, третий момент касательно Бангкока заключается в том, что ученые пишут, что через несколько десятилетий город может оказаться под водой в связи с повышением мирового океана, а также из-за количества небоскребов, которые есть в Бангкоке. Почва каждый год опускается на 1,5-5 сантиметров, поэтому через несколько лет, говорят, возможно, город уйдет под воду. Наш паром. Open Saloon, что называется. Вывалишься за борт, твои проблемы. Помощник капитана. Капитан. Ребятушки, спасибо, что посмотрели. Специальная ссылка внизу. Так а что, все, приехали. Поездка наша заняла ровно 45 секунд. Воу, выходим с разгоном. Быстро и четко. Каждые 7 минут ходит этот теплоходик. Туда-сюда возит. Ребятки, чтобы вы понимали, мы находимся в 1,5 минутах ходьбы от Apple Store. Вот отель Mandarin Oriental. И вот жилье тайцев. Это центр города. Ребятки, вот люди здесь вот живут. Вот отель Mandarin Oriental, это его забор. Номер стоит 50 тысяч рублей в сутки. Это забор этого отеля. Вот что мы видим напротив. Hello.
Пахнет не очень. Дети бегают, вон, играют. А вот мототакси, смотрите. Человек везет двух пассажиров на мопеде. Это один из самых пафосных торговых центров в Бангкоке, Icon Siam. Начнем с богатого. Excuse me, where is the Apple store? Apple Store, second floor. Second floor. Yeah, elevator this one. Nice. It goes right. All right. Опа, смотри, какая система классная. Все само работает. Красиво. Пельмешки какие-то с креветками. Hello. Это известная контора? Hello. How much? Okay. How much? 3,190 baht. Thank you. Вот H&M есть. Рубашка 799 бат. Best price написано. Слушай, прикольная кофта. 1099 бат. Кроссовочки вот есть. Что-то это мне напоминает. 1999 бат. Футболка 399 бат. Пожалуйста. Hello? How much for this one? 7,000? Вау! Ух ты, какой магазин. Я вижу человека, которого все вы знаете. Это Степа. Рекомендуем подписаться. Ссылочка внизу. Спасибо тебе за твои труды. Всегда пожалуйста. Вот как выглядит человек, который обжился в Таиланде и знает толк в Bangkok. Салют. Привет, привет. Рад видеть. Ребятки, ваше внимание, Степа. Помните Степу? 那我在香港，我在澳门也有公司，我也有在澳门也有公司哈。 У тебя какой iPhone? У меня тебя два два айфона. айфона. Мини. Один 13. красный, один 14. Здесь два номера, Да. здесь один номер. А что ты не сделаешь сюда третий eSIM и все? Два eSIM. Физически удобнее. Надо, чтобы постоянно на связи был, на 3 номерах. Алло. 15 iPhone, что думаешь? Давай, зайдем Смотрим. тихонечко. Апгрейд есть и трейд-ин. Да, и он, кстати, работает. По-настоящему работает для устройств, которые куплены в Таиланде. А у тебя тайский iPhone? Нет, у меня гонконгский iPhone. Титановый iPhone 15 Pro. Твое мнение? Ты как пользователь айфонов такой, матерый. Я его куплю. Серьезно? Точно. Я менял свой телефон последний раз где-то месяца 3 назад. Видишь, он весь в царапинах. Дети его ломают, бросают и так далее. 13, 14 намного лучше, намного крепче. Я думаю, Так. что это будет еще крепче. Тогда Смотрел вот, Джерри Риг Everything, который ломает? Да. Он взял 15 и согнул, он у него весь потрескался. По цене ты считаешь, что оно того стоит? Конечно, стоит. Но не. Конечно. Ну, оно стоит своих денег. Другой вопрос, готовы ли мы на эти расходы? Стоит ли тратить деньги? Вот пока нет. Через полгодика, возможно, да, но я буду покупать в Гонконге. Понятно. И я буду покупать в Гонконге, наверное, чуть-чуть дешевле рынка и не в Apple Store, а где-нибудь на рынке. А так можно? А потом принесу, куплю гарантию Apple, у Apple и буду радоваться. Apple Care. Да. Ты вот это читаешь? Вот, Нет, конечно. вот это, что это такое? У меня дочка читает, говорит, все хорошо. Здесь включен 7% такс, которые можно вернуть, например, тебе. На выезде, да? На выезде получаешь бумажку такую желтенькую, Да. красивую. В аэропорту показываешь тебе раз наличными. Тык-тык-тык и Да отдай ладно. денежки. Да? Вот, ребятки, имейте в виду, если вы будете здесь iPhone покупать, 7% от цены. 41 900 стоит 15 Pro. Минимальная цена 128 256. Вот, 45 900. А это налоги какие-то есть на это сверху? Это уже с налогом. Финальная цена. Да. И минус 7%, Да. если вы поедете, как бы будете вывозить его из страны. Красивый магазинчик, а? Красивый. Согласись, приятно находиться в Apple Store, даже просто вот эстетически погулять по нему, посмотреть на дизайн. Смотри на вид. Да, даже они вот выбирают локации какие-то. Стекла огромные, огромные окна. А снаружи как он смотрится и вечером, когда подсветка. AirPods Pro. Хороший вариант. Самые новые 6790. Смотри, все как модные, с ремнями Louis Vuitton. Причем, скорее всего, настоящими. Настоящими? Ну. То есть- Вот туда наверх еще 4 этажа. Вот все, что ты можешь представить, оно здесь есть. Хочешь купить Porsche? Да, мы Пожалуйста, видели. Вот, пожалуйста, Porsche. Какая ситуация с тачками? Самые дешевые тачки здесь, самые лучшие, самые массовые, это местные пикапы. Mitsubishi, Isuzu,
Ага. Toyota, Да. Ford Ranger, потому что здесь развито очень сельское хозяйство, и государство помогает фермерам. Это самые дешевые машины, самые доступные. Механика, какой-нибудь там 2-3 литра, Так. дизельные, прям их много. За 20 тысяч долларов можно купить новый пикап Isuzu D-Max 3-литровый. Да ладно. Да. А какой-нибудь седанчик дрещевый еще дешевле получается Нет, стоит? Suzuki Swift стоит типа на процентов 10 меньше. На 10 всего. Да. Ой-ё. 7 миллионов 900 тысяч. Ага. 19 900 промахнулся. 19 900, 911 турбо. Есть кабриолет еще за 24 800. Но ты-то тоже приехал не на Isuzu и не на Toyota. Но На этой машине приехал. мне эта машина очень нравится тем, что она у меня старенькая, Ага. надежненькая, Да. дизельная, Кайен. да, высокая, Да. и относится ко мне точно так же, как вот этому хозяину, вот этого автомобиля. Здесь есть парковка для обычных людей и парковка для суперкаров. Да ладно. И вот автомобили этой марки попадают на парковку суперкаров. Серьезно? Прям разделение по тачкам Да. есть? Давай, наверное, про тачки мы закончим позже, а вот сейчас вот ты погружаешься просто вот В еду. в мир поклонников еды уровень 86. 86? Не меньше. В Таиланде принято питаться не дома, потому что на улице дешево, Ага. вкусно. Но не очень-то чисто, можно так сказать. Чем грязнее, тем вкуснее. Тайцы к этому привыкшие, поэтому у них все хорошо, вроде бы. Иммунитет. Иммунитет есть, да. Готовить еду стоит столько же, сколько и покупать ее готовую. Здесь низкие зарплаты, за 500 американских долларов уже можно нанять повара. Давай начнем с самого интересного. Дуриан кушаешь? Нет. Это супер полезно, супер хорошо, но я его не ем. Почему? А ты пробовал? How much is $1? 300 baht. 300 baht. 300. Как спасибо-то по-тайски? Капункап. Чего? Капункап. Капункап? Да. Пойдем в магазин. Через 2 месяца ты не узнаешь это место. Начинается туристический сезон, и здесь просто толпы. Начинается? То есть это еще не самый сезон? Нет, нет. Это богатый магазин. Видишь, что яйца не в холодильнике. Почему? Здесь не хранят яйца в холодильнике. И дольше они лежат или С сколько? ними все нормально. Десяток 75, и какая-то категория повыше стоит 89. Ты дешевле покупаешь, да? Конечно. Смотри, какое молоко, упаковка интересная. Литр 200, органик. Ну тут все какой-то органик, да? Не дешевое, 92. Я покупаю вот это вот. Вот, 46. Это японский бренд. Японцы делают молоко в Таиланде. Да ладно. Вкусное молоко. 16 бат стоит Кока-Кола. Ты вот что-то из этого понимаешь, кроме сосисок? Это курица, наверное? Вот я вот это съел. Вот это выглядит Очень вкусно. опасно. Ребятки, пока ищем парковку уже достаточно долгое время, вышли на какую-то богатую улицу. Там сумка была. Сколько она стоила? How much? 3,180 baht. How much for this one? Такой бы купил Женя? Нет. 182,000 Thai baht. Вот. 182 тысячи. Окей. recorded anything more? 182 тысячи. Ну да. На многих вот азиатов смотришь, они выглядят как, не в обиду будет сказано, там, курьеры, которые на мопеде гоняют, а сами в шортах Луи Виттон ходят в эти магазины, тратят кучу денег. Да? Они как не заморачиваются по поводу внешнего вида многие. Не заморачиваются. Сколько ты видишь свободных парковочных мест? Ни одного. Сегодня понедельник. Обед. Понедельник, час Обед. дня. Да. Да, ты понимаешь, да, что запарковаться как бы в принципе, ну не очень просто. Что сделают тайцы? Они еще паркуются вдоль движения, Как у нас, да. оставляют машину в нейтралке и их Да. толкают туда-обратно. Да ладно. Да. Мерседес, Мерседес, Тойота. Бусики стоят. Смотри-ка, одна нашлась китайская машина. Ора. Компания Havail Motor Rus оформила сертификат на новый электромобиль для российского рынка. Сколько мойка стоит? Здесь 650 бат, Кузов. Да. А полностью с салоном помыть? где-то 1000. Так, это твой аппарат. Это мой аппарат. Правый руль. А тайские номера, эта машина на тебя зарегана? Да, легко делается. Садись, расскажу. Непривычно поеду с этой стороны.
С этой машиной целая история связана. Нравится. Я её- Каждая история у тебя начинается сразу целая история. Я ее ездил покупать на границу с Камбоджей. Какая-то целая история. Машина была, ну, наверняка у самого богатого чувака в деревне. Ее каждый день мыли. А мыли ее чем? Ну, машина черная, можно же грязной водой мыть. Ничего страшного, правильно? Ну. На черной машине не будет видно. Но мыли каждый день, поэтому она вся была в царапинах, таких прям, ну, прям хороших, качественных. Сколько парковка стоила? Бесплатно. Почему? Потому что у Я тебя Porsche? помыл машину, и поэтому мойка 4 часа бесплатно. комментирует. Какого обещали сегодня Вот, солнце весь вот. день Добро по всем пожаловать. прогнозам? Сезон Откуда? дождей. Ага. Машину продавал такой чувак с такой толстой цепочкой. Бандосик такой какой-то непонятный. Это да. Так. Да, Ага. я ее посмотрел, но она вся в царапинах, но часть салона отклеивалась, потому что она стояла на солнце, естественно. Где же ставить машину так крутую? Потом машину привезли в Бангкок, отремонтировали, привезли мне еще раз, ну и тогда я ее уже купил. За сколько? Секрет. Ну, купил дешевле, чем рынок, а рыночная цена такой машины где-то $60 тысяч. Это много. Это много. Пробег у нее 107 тысяч. Эту машину она у меня провела несколько месяцев. Здесь вытащили весь салон, Да. его сделали заново. Понятно. Здесь переделали кузов, то есть все, что можно было, здесь переделали. Ага. И мне после Гонконга был дикий кайф, потому что как бы стоит это недорого, а качество работ очень и очень высокое. А зачем тебе Porsche за 60 косарей, когда у тебя еще там куча машин разных? Сколько тебе всего машин? Машин у меня 6. Нафиг тебе 6 машин. Жене, тестю, Ну, понятно. партнеру. Одна сдается. Прости, слово партнер в Бангкоке имеет двоякое значение, не только бизнес-партнер. Я, к счастью или к сожалению, традиционный, понятный человек. У меня Это дети, хорошо. жена. Да. И, в общем, не интересует меня. Вот другие в этом плане, граждане. как тебе в Бангкоке живется? Потому что тут Кайф. по улице, да тут Кайф. по улицам идешь и стоят магазины эти 18+, открытая витрина. И ребенок идет, смотрит на все вот эти приборы, назовем их так. Я Ходят не вот бываю с детьми в туристических районах. В Таиланде очень много развлекухи, в том числе для детей. Есть для туристов, да, которые приехали сюда на день. Это в основном туристы взрослые. Да, Сюда едут без детей. да. Мы не пересекаемся, мы живем в таких параллельных вселенных. Подожди, а с точки зрения легализации, как ты себе эту машину здесь купил? У тебя тут документ какой? У нас семья, 4 человека. Так. 2 детей, 2 родителей. Ага. Дети пошли в школу. Нам в школе на каждого родителя выдали документ для оформления визы Guardian. После этого я еще пооткрывал здесь компании и получил рабочую визу. Понятно. И я официально работаю, официально плачу налоги. Насколько сложно здесь получить документы, чтобы находиться тут год, два, 3? Несложно. Да? Плати деньги, все что угодно сделать. Вообще, любой во всех смыслах все, что угодно Да. тут сделать за деньги. Во всех смыслах. Во всех смыслах. Ух, ё-моё, видел? Ударила прям в башню. Да. Погода так себе. Обещали сегодня. Прекрасная погода. Да офигенно прекрасно. Ну смотри, здесь в сезон дождей каждый вечер идет дождь. Да. То есть А сезон дождей это довольно долгий сезон. Да, бегаю я по утрам. Да. Когда проходит сезон дождей, по вечерам. Днем, например, я передвигаюсь не на этом автомобиле, а Ага. на вот таких мотоциклах. А, у тебя мопед есть? Нет, берешь мототакси, я за 15 минут в городе, и в городе тоже 10-15 минут между всеми локациями. Тебе не стрёмно брать мототакси? Вообще не стрёмно. Они там нормальные вообще, вот эти водители? Отличный водитель. Отличные Ну, водители. то есть смотри, машина стоит, они Нравится твой едут со скоростью 40 км в час. Да, упасть на мотоцикле со скоростью 40 км в час неприятно, Да. но не смертельно. А если, например, мне нужно съездить в 2 банка и сделать встречу, на машине это, 4-5 часов. А на мототакси за час можно все сделать. Сколько аренда стоит квартиры в месяц? Это от 500 американских долларов в месяц. Метров 60-70, наверное, да, большая? 50-60. Сейчас мы снимаем дом, он стоит $2500 в месяц. Сколько? 2,5. У тебя же зарплата 1000. Что-то ты тут не договариваешь. Я еще работаю в гонконгской компании, она ясно. оплачивает мое проживание. Ты же в Гонконге сколько жил? Я в Гонконге жил 10 лет. Ты же китайский знаешь. Давай. Такое знание у тебя пропадает. Не пропадает. Пользуешься? У нас здесь есть клиенты, которые в том числе и из Китая. Мы с тобой говорили про больницы, да? Да. Я занимаюсь тем, что я оплачиваю счета своих клиентов, которые приезжают сюда и либо лечатся, Да. либо проходят обследование. Ребятки, небольшой такой момент. Если вам нужно, мы опять же не рекомендуем, вот я тебе честно скажу, но вот контакты Степа оставим, если вам нужны какие-то вопросы по медицине уточнить, можно к тебе обратиться.
Да. У тебя есть знания? Да. Хорошо. Подожди, что вот это вот люди постоянно лежат какие-то. Бездомным в Таиланде быть удобно. Очень, я Понимаешь, заметил, что да. не холодно, не жарко. Ты просто идешь такой, лег, нашел местечко и спишь. А их полиция никак не понимает? Никто их не трогает. Здесь буддисты. Да. Если эти монахи ходят по утрам, есть им все дают. Приходят тебе монахи, раз еды, тебе плюсик в карму, он поел. Такая философия. Да. Наш брат Хань медитировал один в той части сада, и вы забрали его. О, Господи. Мы украли монаха. Какие минусы в Бангкоке? Дороговизна электричества. Ты Серьезно? удивишься, здесь электричество стоит так же, как в Гонконге. За дом мы платим У вас где-то много метров. где-то 600 американских долларов в месяц. Только За электричество. Только за электричество. А вода еще? Вода стоит копейки, ну прям типа $3 в месяц. Блин, $600 за электричество. Да. А квартира будет метров 50-60 вот. в центре. Квартира, я точно знаю, что будет стоить где-то $150, потому что у меня в такой Ё-моё. квартире тесть и теща живут. Да, что-то дорого. Это дома. Да. Дома. Вот Да. это все. Да, и там живут люди. И таких домов очень много. Таких домов Это вообще очень как много. так? Почему они строят небоскребы красивые, дорогие, и в то же время, вот, это трэш какой-то, лачуги просто какие-то, посмотри. Ну, слушай, точно такое же есть и в Гонконге. А ну везде Точно есть, так, и в оно Китае такое же есть. да. Ну, здоровая экономика. И что, надолго эта история? Дождь. Понятно. Экстремальная погода написано. Он даже мигает. 33 ощущается как 38. А куда сейчас мопедисты деваются в такую погоду, если постоянно дожди? Останавливаются. В Таиланде и в Бангкоке, в частности, супер круто работают службы доставки. Ага. Потому что мотоциклисты, естественно, все быстренько доставляют. Да. Но вот сейчас все ломается. Повышенный спрос, да. Они не работают. Причем вот здесь мы как бы сверху едем, все хорошо, да? Видишь, дорога она под наклоном, водичка стекает. А внизу сейчас, скорее всего, уже начинает подтапливать. Через час топит? дождя начинает все останавливаться, потому что водички вот столько. Да. Вот столько уже мотоциклы не едут. То есть они ломаются, там все у них грустно становится. Ребяшки, такая информация. Есть много рынков. В Бангкоке много рынков. Рынок Чатучак находится вот прямо здесь. Вот один из крупнейших рынков в Бангкоке. Сегодня он закрыт. Сегодня понедельник, вторник он закрыт. Но напротив Чатучака есть JJ Mall. Местные нам сказали, что это отличный вариант. Идем в JJ Mall? Пойдем. Что-то куда-то мы пришли, какой-то странный. Сейфы, картины. О, наш вариант. What's the price? Hello. 500,000. 500,000? 500,000. This is Qing Dynasty. Is it old? Old. How old? Qing Dynasty is 1860. Wow. But it's not very comfortable. It's Very comfortable. You sit down. You sit down. О, хотя неплохо. Садись. This is, You you know what kind Вместе of wood посидим. is it? What kind of wood is it? This is ebony. Мы сидим сейчас с тобой на каком-то очень крутом На диване. полляма сели. Полляма бац стоит этот диванчик. Is it made in Thailand or made in No, China? no, it's China. It's Qing Dynasty. All right. Thank you. Oh, you're welcome. Ничего себе, тут рынок-то непростой оказался какой-то. Подожди, что это такое? Ты в этом точно должен понимать. Я в этом точно ничего не понимаю. What's this? Perfume? Can smell? Так, Louis Vuitton. Офигеть, да это ж как в duty free продаются. Вкусно пахнет. А, вот цена. 25 грамм, Ага, thank you. 100 бат. Ты дорогущую выбрал. В общем, за 300 рублей тут можно купить то, что продается в duty free за сильно дорого, но как бы будет вот в таком виде. Ура! Начинается нормальный рынок. How much? Саварикап 500 бат. 500 бат. Это что, 1500 рублей? Да. Хорошая цена. И то, наверное, еще поторговаться можно. А если несколько Нужно. пар взять? Да. Мне нравится, как они экономят на оформлении магазина. Просто коробки на полу стоят. Главное, завтра можно поставить Nike. Выглядит не так дешманско. Тут настоящие кроссовки. Excuse me, is it like original? Really original? And how much for this one? 3,900? Слушай, говорят, original. Да, ну вот 3000. кроссовки Ultra Boost, они прям, ну, Is it? написано... Can you make price lower? Yeah.
If I buy 10, I'm not sure. I'm not sure. like, can you make it lower or not? I can make it low, but How much lower? for how much? But you can make lower, right? Yeah. Okay, thank you. H&M написано, смотри. 100 бат. Вот это вот А по-честному. вот это интересно. Вот это, пожалуй, что могло висеть на витрине магазина Gucci. How much? 790. Can you make lower? Смотри, 750 бат. Вот такой вот. Прекрасно. Есть что найти. Но мы были в H&M, и цены-то вот прям не сильно дороже. Да. И Ну, там цены-то- торговаться нельзя было. Это, ребятки, интересно, от Барби уже тут есть. Одна из главных проблем – это паленые CD и DVD. До сих пор, я читал на Википедии, до сих пор есть даже рынок отдельный, где продаются CD и DVD, были рейды, были какие-то там полицейские налеты. Hello? How much for Barbie? Barbie DVD. And is it like 4K, good quality? Hello? 80 бат за Барби. А что, народ покупает DVD? До сих пор смотрит, что ли, тут? Я сам в шоке. Я этим занимался 20 лет назад в Китае. Вот, и до сих пор говорят, Коллекцию собирал. есть рынки какие-то, где вот прям DVD эти продаются. Thank you. Дешевле вот это вообще? Есть еще места какие-то? Есть. Еще дешевле? Так что это где? Бери. А сколько можно в ручной кладе внести? Они, кстати, кусаются. Да я вижу, он его сейчас укусил. Может, еще в подарок змею дадут? И дрючина тяжелая. Ну как? Хочешь подержать? Нет? How much? 1 more time. 38. 38,000. But for what? For what? Yes, okay, but what to do with the turtle? What to do with it? To keep it at home? Yeah. For what? Like an animal at home, like cat or dog, right? Yeah. Just to feed and play. Alright, типа домашнее животное, понятно. Okay, thank you. Nice. У нас в соседи такие есть две. Я думаю, тут можно какую-нибудь лимиточку купить, запрещеночку вот в этих чуваков. У них там явно какой-нибудь застенка еще что-нибудь продается. Опа, готово. Так, что там есть еще что интересного? Много интересного. О, смотри, можно оптом взять на развес. Смотри, какая банда. Вот, Это вот его ты хотел купить? да. Что ты с ним будешь делать? Знаешь, какой классный. Вот, мне кажется, тут нужно пообедать сегодня. Hello. Rice? Итак, мы идем в дешевый продуктовый, недорогой продуктовый магазин. Эконом. Эконом. Вот, шампунь Head and Shoulders 85 бат. Я покупаю на маркетплейсе все. Да. Лазада. Лазада? Даже хитро найдем. По фотке можно что найти? Ой, это удобно. А у нас такой есть? 50. Вот, 51 в 1. Чипсы Принглс 55. Большая банка. А, сейчас тоже посмотришь. Ну-ка, давай. 54, 58, 56, 42. 42. Вот такое молоко я прям каждый день покупаю. Яйца 155 за сколько? 30 штук 53 за и десяточек. 53 за десяток. Тут дешевле получается. Вроде все посмотрели. Кажется. Ну, то есть, конечно же, не все. Много всего интересного, некоторые рынки закрыты, электронику мы не посмотрели. Но ночной Бангкок Он другой. – это отдельная сущность. В следующей части этого видео – ночной Бангкок. Да? Фух. Увидимся. Hello, soy cowboy? Soy cowboy. Good girl. Alright. Садитесь. Вообще в Бангкоке есть удобное приложение вызова такси, называется Grab, это типа Uber, там и доставка. 500 baht, no? How much? 500. 300. 400. 400, окей. Безопасность нулевая в этом виде транспорта. Короче, такси, даже премиум класса, это какая-то там Toyota Camry, стоило бы 200 с чем-то батов. А нам зарядили 500 вот за эту кибитку. Опа, вот.
дерзкий у нас чувак вообще. Несется, повороты закладывает, конечно, будь здоров. Времени 10 вечера, народу битком. Сегодня понедельник. Bye-bye. Бай-бай. Он это бай-бай сказал с таким видом, типа, удачи вам здесь сегодня вечером. Полиция дежурит. How much? 2,500. 2000. How much you like? You tell me. Be good, be good. Thank you, thank you. Discount. Thank you. Это был молодой человек или девушка? Пахнет невкусно. Что-то какой-то пляжный день, что ли, сегодня? Что происходит? Ребятушки, Бангкок, как видите, он очень разный. Небоскребы, красивые отели, вот там какой-то ресторан на крыше, видите? И вот то, что происходит буквально за забором. Нам на самом деле обратно нужно в ту сторону, сейчас придется обратно еще раз пройти через все это дело и уже поедем так сказать, обратно на обычном такси, не на рикше. Пойдем. Тут тоже часики продают. Do you have iPhone? iPhone, no iPhone. How much for your phone? This one? Да, yes. You like? How much? 20,000. 20,000. Too expensive, thank you. Опа! Это нельзя показывать. Самообслуживание, что ли? Это все не какая-то специальная зона, специальное закрытое место, 18. Это просто улица в Бангкоке. Обычная улица, куда вот можно за ручку и не только за ручку прийти. Там никакой фильтрации по возрасту, ничего нет на входе. Мы едем на просто ночной рынок, где есть в том числе еда, в том числе... Что там? Что? Тут запикселить надо будет. Давай пойдем отсюда, поехали. Так, я вызываю такси. Ого, не, во, ночной рынок, поехал. Ребятки, вызываем такси. Patpong Night Market. Patpong Night Market. Yes. 500 baht. 500, 100 такси. No? Окей. А это что продает? Самый безобидный продавец в этом месте. Уточек продает. Drop. 50 бат? Нормально, окей. Годится. Hello. Good to go. Опа! Надо было сразу сюда ехать. How much? This one. Yes. Good Thai. Baht. Final price? Last Thai. Thank you. Nice. Good. Original? Ну, я не сомневаюсь. Ребятки, где мы находимся? Это ночной рынок Night Market Patpong. Он открывается в 7 вечера, закрывается в час ночи. Ночных рынков в Бангкоке много. Есть вот те самые, которые мы сейчас проезжали, а есть вот такой вот, просто такой рыночек всяких сувениров, товаров, одежды, трусы вот можно купить Emporio Armani, пожалуйста, Calvin Klein. А вот тут целый супермаркет. Опа, я так и знал, что сейчас будет что-то такое. Здрасте. Как дела? Я смотрю его канал. Не часто, но Вас можно показывать? да, можно. Что тут делаете? Гуляете? Мы... Можно такое говорить? Смотрите, мы что купили. А мы только шоу. А, это то самое шоу, да? То самое. Это такой ужас. Вы тут туристы или Да, как? мы туристы. Мы живем на Бали, но... Серьезно? Да. А родом откуда вообще? Ростов, Питер. Красота, респект. Тут параллельно Да. 3 улицы есть. Соседняя улица, Вот туда вот? да, вот так параллельно. Что там? Мальчики. А еще одна, Да. это вот так улица, с которой отели, и рядом вот так вот рядочки, лавочки, Ага. девочки сидят. Красивые. Как вас зовут? Владимир. Владимир, очень приятно. А вас?
Очень приятно. Ну, мы пошли еще походим, посмотрим. Удачи вам. Счастливо. Спасибо и вам. Ё-моё, чехлы, нормально. На 12, на 13, на 11, на 15 пока нет. Вот, смотри, для тайского бокса разные штуки продаются. Какие шорты, кайф. Надо такие Игорьку купить. А вкусненько выглядит, кстати. О, пельмешки, вот это офигенные дамплинги. Сколько стоит-то? 100, вот это все блюдо, вот, 100 бат. 5 пельменей. Ну, вообще стоит сказать, что относительно как-то безопасно себя чувствуешь. После Индии так вообще ничего не страшно. А ты умеешь спать на мопеде? Я умею. Ты умеешь спать на мопеде? Это что такое здесь? Наша тема, наша тема! Че, нет, я пошел отсюда. Вы поняли вообще, кто все эти люди? Тут только парни сидят. Вы поняли вообще, где мы? Так, это не показываем. Это что такое? Ничего себе, они тут ругаются. No видео. No, thank you. Ну, ребятки, там опасно начинается, нам уже тут по камере стучали. Давайте на этом, так сказать, закончим наш обзор. Есть, конечно, в Бангкоке неоднозначные места, но это один из крупнейших городов мира и самый посещаемый среди туристов город в мире, между прочим. Посмотрели цены на гаджеты, посмотрели цены на продукты. Еще раз Степе огромное спасибо, что провел нам такую небольшую экскурсию. Но вот с детьми сюда люди приезжают. Мне кажется, это вот немножко странно. Ну, каждому, ребяшки, свое. Ждем ваши комментарии. Много, конечно, мы не показали, но много успели посмотреть. Интересный городок. Ждем ваши комментарии. Привет из Бангкока. Увидимся. Пока.